В маленьком и тихом городке Риверстоун, окруженном зелеными холмами и узкой речкой, стояла старая церковь Святой Анны. Это было сердце городка, место, где люди встречались, праздновали, молились и искали утешения. Службу в церкви уже более 7 лет вел священник по имени Михаил. Для приезжего это был долгий срок, но местные все еще считали его новеньким, ведь он пришел не из их края. Сначала люди относились к нему настороженно. Чужак с другим акцентом и другими привычками, ему долго не могли довериться. Однако сам отец Михаил влюбился в этот город с первого дня. Ему нравились утренние туманы над речкой, звон колокола на рассвете и размеренные шаги жителей, идущих на рынок. Он радовался каждому знакомству и искренне верил, что здесь его миссия. Когда он не был занят в церкви, его можно было встретить на улицах города. Он неторопливо гулял по мощенным дорожкам, здоровался с прохожими, интересовался их делами. Часто заходил в уютное кафе «У Розы», где за чашкой кофе наблюдал за жизнью городка. Там он видел матерей, которые спешили с детьми в школу, стариков, обсуждавших прошлое, и молодых влюбленных, державшихся за руки. Эти простые картины наполняли его душу миром. Отец Михаил старался быть близким к своим прихожанам. Он навещал их дома, молился с ними, участвовал в праздниках и помогал тем, кто оказался в беде. Его добрые поступки не остались незамеченными, но, несмотря на это, в сердцах некоторых горожан оставались сомнения. «Он чужак», — шептались они. «Он слишком любезен. Это кажется неискренним». Особенно много разговоров вызвали его отношения с Еленой Моррис. Она была красивой женщиной с добрыми глазами и тяжелой судьбой. Ее муж, когда-то уважаемый человек в городе, обвинил ее в измене и бросил вместе с 2 детьми. С тех пор Елена растила 10-летнюю Софию и 7-летнего Дениса одна. Многие жители отворачивались от нее, считали опозоренной и лишенной добродетели. Но отец Михаил поступил иначе. Он принял Елену такой, какая она есть, без предубеждений. В церкви он встретил ее теплыми словами и поддержкой. Благодаря ему Елена перестала чувствовать себя изгоем и снова стала активным членом прихода. Она помогала в организации мероприятий, участвовала в каждой службе и находила в храме утешение. Постепенно отец Михаил стал частым гостем в ее доме. Он помогал детям с уроками, играл с ними в настольные игры, читал им истории о вере и доброте. София ждала его визитов, чтобы показать новые рисунки, а маленький Денис постоянно просил его рассказать очередную библейскую притчу. Елена же благодарила за его заботу и приглашала к столу. Дом Моррисов стал для священника тихой гаванью, где он мог отдохнуть душой. Но именно это стало причиной новых слухов. Люди шептались, почему он проводит столько времени у нее. Разве священник должен так себя вести? Постепенно добрые дела отца Михаила обернулись против него в глазах тех, кто всегда был склонен к подозрениям. Однажды, в будний день, Елена решила пойти в церковь. Дети были в школе, и она имела целый день в своем распоряжении. Она прибралась дома и отправилась в храм, где ее встретил отец Михаил. Они долго говорили и молились вместе, после чего священник ушел в свои покои готовиться к вечерней службе, а Елена осталась помогать с уборкой. Она вытирала пыль со скамеек, подметала пол и украшала алтарь свежими цветами. В какой-то момент полуденное солнце пробилось сквозь витражное окно, и свет озарил зал так красиво, что Елена решила запечатлеть это. Она достала телефон, установила его на лавку и включила трансляцию в социальных сетях. Ей хотелось поделиться этим мгновением с друзьями. Но в тот же миг она внезапно схватилась за грудь, ослабла и упала на пол алтаря. Ее телефон продолжал записывать все происходящее.
Через некоторое время в церковь вошли хористы, пришедшие на репетицию. Их взору предстала картина. Отец Михаил, склонившийся над Еленой, дышит ей в рот. Они закричали. Никто не попытался понять ситуацию, все решили худшее. Один побежал звонить в колокол. Звук тревоги собрал в храм жителей города. Люди с гневом смотрели на священника и обвиняли его в недостойном поведении. Михаил пытался объяснить. «Она потеряла сознание, я делал сердечно-легочную реанимацию». Но толпа не слушала. Все были готовы осудить его и требовали наказания. Елену увезли в больницу, а Михаил остался перед лицом разъяренных горожан. Его сердце сжалось от боли. Годы стараний, доверия, которое он строил шаг за шагом, рушились за считанные минуты. Вдруг в храм ворвался мальчик по имени Ричард. Он привлек внимание толпы, достал телефон и показал трансляцию со страницы Елены. Все увидели себя на экране и поняли, что ее устройство где-то продолжает снимать. Его нашли на лавке у входа. Запись показала все с самого начала. Как Елена установила телефон, как свет падал на алтарь, как она встала на колени и вдруг упала, потеряв сознание. И как отец Михаил выбежал из покоев и стал проверять ее пульс, затем начал делать искусственное дыхание и массаж сердца. Толпа замолкла. Все поняли, священник пытался спасти ей жизнь. Он даже не подозревал, что его действия транслируются в прямом эфире. Позже врачи сообщили, что у Елены обнаружилось серьезное заболевание сердца. Без своевременной помощи она могла погибнуть. Горожане были потрясены. Те, кто кричал громче всех, теперь опускали глаза. Хористы, которые обвиняли его первыми, плакали и просили прощения. Отец Михаил всех простил. «Я понимаю», — сказал он, — «вы испугались и сделали поспешные выводы. Но пусть эта история научит нас не судить людей слишком быстро. Нужно давать шанс и доверять добру». С тех пор жители Риверстоуна стали по-другому смотреть не только на священника, но и на Елену. Они больше не называли ее опозоренной. Теперь видели в ней женщину, которая стойко несла бремя судьбы, заботилась о детях и помогала церкви. История отца Михаила и Елены стала легендой города, напоминанием о том, что нельзя судить по слухам и предубеждениям. Истина иногда скрыта, но ее всегда можно увидеть, если смотреть сердцем. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.